Здравствуйте! Сегодня мы разберем грамматику 9 урока Мина но Нихонго первой части. Итак, конструкция существительное га аримас. На русский язык оно переводится как имеется, есть или находится что-либо. Не стоит путать с глаголом связкой des. В том случае мы говорим, что что-либо является кем-то или чем-то. Когда мы используем конструкцию га аримас, мы говорим, что есть что-либо или имеется что-либо в наличии. В каких ситуациях мы используем эту конструкцию? Например, когда мы хотим сказать есть или имеется что-то. Например, на столе есть ручка или тетрадь. В этом случае мы объект выделяем частицей га и присоединяем глагол аримас. Английский вариант оно бы соответствовало глаголу to have, то есть иметь или владеть чем-то. Итак, есть ручка pen га аримас. В ситуации, когда мы говорим, что мы владеем чем-то, то есть мы являемся хозяинами чего-либо, объекта, предмета, мы объект нашего владения также выделяем частицей га и добавляем глагол аримас. Ваташи ва курума га аримас. У меня есть машина. Или когда происходит какое-либо событие, например, проводится фестиваль. Омацури га аримас. Также мы эту конструкцию используем тогда, когда говорим о наличии цветов. Хана га аримас, то есть о наличии каких-либо растений. Еще мы используем тогда, когда говорим об абстрактных понятиях. Например, время, дела, планы, обещания, деньги, чувства, физические ощущения. Все это абстрактные вещи, которые мы описываем, если мы хотим сказать, что что-либо есть у меня, используя конструкцию га аримас. То есть, например, есть время джикан га аримас или есть дела юджи га аримас. Или, допустим, у меня есть обещание встретиться с другом. Томодачи то якосоку га аримас. Или когда мы говорим об каких-то чувствах. Например, есть смелость юки га аримас. Или есть уверенность в себе джишин га аримас. Одним из важных моментов в использовании конструкции га аримас является то, что ее используют только с неодушевленными предметами. То есть с тем, что не является по сути живым. Когда мы говорим о живых существах, в этом случае мы используем другую конструкцию, которая будет строиться существительное га и мас. Но о ней мы будем говорить в другом уроке. Аримас также имеет и отрицательную форму. Так, в настоящем времени мы бы говорили аримасен, а если бы говорили о прошлом времени в отрицательной форме, то было бы аримасен дешта. Например, нет денег, окане га аримасен, или не было денег, окане га аримасен дешта. Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, у меня есть велосипед. Ваташи ва джитенча га аримас. Или, например, у меня нет велосипеда. Ваташи ва джитенча га аримасен. Или когда мы хотим задать вопрос: у тебя есть машина? Анатава курумо га аримаска? Вам могут ответить: хай аримас, да есть. Или ие аримасен, нет, нету, то есть не имею. Мы также можем строить предложения и в прошлом времени. Например, у Марии был телевизор. Мария ва теребига аримашта. Или у моего дома был большой сад.
Ваташи но ие ни ва хирой ни ва га аримашта. Ваташи но ие ни ва хирой ни ва га аримашта. Или вопрос. У учителя до собрания было время? Сенсей ва кайги маде джикан га аримашта ка? Хай, джикан га аримашта. Да, время было. Или ие джикан га аримасен дешта. Нет, времени не было. Наверное, поэтому он не подготовился к собранию. Итак, мы узнали, что в ситуации, когда мы используем глагол аримас, мы всегда объект выделяем частицей га. При этом эту конструкцию мы используем только с неодушевленными предметами и абстрактными понятиями. Когда мы говорим о глаголе вакаримас, который на русский язык переводится как «понимаю» или «знаю» в некоторых случаях, мы также его выделяем частицей га. То есть объект, который стоит перед ним, мы выделяем частицей га, после добавляем глагол вакаримас. Когда вы хотите сказать, что что-то понимаете или в чем-то разбираетесь, или же что-то знаете, это основные три момента, в которых мы используем конструкцию существительное га вакаримас. Например, мы понимаем языки или слова. Я понимаю по-испански. Spain go ga вакаримас. Spain go ga вакаримас. В этой ситуации мы не используем частицу «д». Ее мы заменяем на частицу «га». Или когда мы хотим сказать, что мы владеем каким-либо навыком или знанием темы. Да? Например, я разбираюсь в компьютерах. Компьютер га вакаримас. Или когда мы хотим сказать, что мы поняли смысл того, что было сказано, ими га вакаримас. Или я понял смысл ими га вакаримашта. Вакаримас имеет и свою отрицательную форму вакаримасен. Мы также можем использовать его и в прошлом времени. Но давайте рассмотрим примеры. Например, я понимаю английский язык. Ваташи ва эйго га вакаримас. Ваташи ва эйго га вакаримас. Или я не понимаю канджи. Ваташи ва канджи га вакаримасен. Или мы хотим задать вопрос: ты понимаешь меня? Или иногда имеет смысл как ты знаешь меня? Аната ва ваташи га вакаримас ка? Хай, вакаримас. Да, понимаю. Или вакаримасен. Нет, не понимаю. Или, допустим, в прошлом времени Мария не понимала японский язык. Мария ва нихонго га вакаримасен дешта. Или Мария понимала испанский язык. Мария ва спейнго га вакаримашта. Или вы поняли, где вокзал? Аната ва эки га докока вакаримашта ка? Хай, вакаримашта. Да, понял. Или вакаримасен дешта. Нет, не понял. Или, например, в картах разбираетесь? Чизуга вакаримаска? Или я не понимаю причины. Рюга вакаримасен. Или, например, это чувство я понимаю. Или, другими словами, я вас понимаю. Соно кимочи га вакаримас. Следующая конструкция существительное га скидес. На русский язык она переводится как нравится, и ски является на прилагательным.
Как мы можем их использовать? В данном случае мы строим конструкцию следующим образом. Мы ставим объект и выделяем его частицей ga, а после добавляем skides. И это будет означать «не нравится». Например, watashi wa, дальше добавляете объект плюс ga skides, «мне нравится». Ситуация, когда мы хотим сказать, что нам что-то слишком нравится, нам очень нравится, или мы очень любим, или мы обожаем что-либо, в этом случае мы прилагательное ски заменяем на дайски. Например, я обожаю аниме. Watashi wa аниме ga дайски дес. Или можем просто сказать «мне нравится аниме». Watashi wa аниме ga ски дес. Также прилагательное, как на прилагательное, имеет свою отрицательную форму. В этом случае мы объект выделяем частицей ga, а ски заменяем на ски джаримасен. Например, карарёри ga ски джаримасен. Острую еду не люблю. В первой части Минана Нихонго говорится о том, что конструкция с ски дес, с тем, что нравится, у вас представлена в виде существительного плюс ga плюс ски дес. Но на самом деле вместо существительного может использоваться и глагол, но тот глагол, который трансформирован или, как говорят, субстантивирован в существительное. Что это означает? Когда вы будете изучать уже форму глагола словарную, то, как она будет образовываться, вы поймете, что словарная форма дает возможность образовывать большое количество конструкций. Так, ситуация, когда мы хотим построить предложение и в нем более шире раскрыть тему, которая нас интересует, например, не сказать, что я книги люблю, а сказать «я люблю читать книги». В этом случае нам приходится словарную форму глагола трансформировать, вернее, нам приходится глагол трансформировать в словарную форму и добавлять к нему еще частицу кото, а после добавлять конструкцию ga skides или ga daiskides или ga ski jarimasen. Итак, мы уже поняли, что для того, чтобы использовать конструкцию ga skides, нам не всегда нужно использовать именно существительное. Мы можем также использовать и глаголы для более широкого раскрытия темы, которую мы хотим преподнести, или описания наших чувств или восприятия. В этом случае мы используем глаголы в словарной форме плюс кота или но. В ситуациях, когда мы хотим использовать или когда мы говорим о действии, которое происходит прямо сейчас, или которое мы воспринимаем, например, чувствами, то есть мы видим, слышим, конструкции глагола чаще используют с частицей «но». А вот когда мы, допустим, хотим описать наше хобби, или когда мы рассказываем о своих каких-то увлечениях в анкете или при знакомстве, как бы сказать, для чуть более официального или немного обобщенно, мы используем конструкцию глагола в словарной форме плюс кота. Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, я люблю читать книги. Watashi wa hon o yomu koto ga suki desu. Или мне нравится рисование, или мне нравится рисовать картинки. О каку кото га суки десу. Или я люблю смотреть фильмы. Эйга о миру кото га суки десу.
Для того, чтобы задать вопрос, в этом случае мы зачастую используем вопросительное слово «донна», которое означает «какой» или «какая». И в зависимости от того, что мы задаем, если мы задаем существительное, то мы зададим после «донна» существительное. Но если у нас идет трансформированная в словарную форму глагол, то мы должны задавать «донна кото». Например, какие вещи вам нравится делать? Донна кото о суру кото га ски десу ка? Донна кото о суру кото га ски десу ка? Или, например, когда мы хотим задать упрощенный вариант вопроса с донна плюс существительным. Например, какие или какого рода фильмы вам нравятся? Донна эйга га ски десу ка? Давайте рассмотрим примеры с конструкцией существительное плюс га ски десу. Ему спорт нравится. Каре ва спортсу га ски десу. Или ей танцы нравятся. Каноджи ва дансу га ски десу. Или Ямада-сан, джаз вам нравится? Ямада-сан ва джазу га ски десу ка? Он может ответить хай ски десу, да, нравится. Или ие ски джи аримасен, нет, не нравится. У конструкции ски десу нравится есть и его противоположная сторона, которая переводится на японском языке кирай десу, а на русский язык не нравится. Вся остальная конструкция является идентичной, просто в конце предложения мы вместо нравится меняем прилагательное кирай. Например, ему овощи не нравятся. Каре ва ясай га кирай десу. Или ей красное платье не нравится. Каноджи ва акай доресу га кирай десу. Или можно сказать каноджи ва акай ван пису га кирай десу. То есть ей не нравится красное платье. Или Ямада-сан, сигареты вам не нравятся? Ямада-сан ва табако га кирай десу ка? Он может ответить: да, не нравится. Хай кирай десу. Или ие кирай джи аримасен. Нет, нравится. Также в японском языке кирай имеет и отрицательную форму, которая переводится как кирай джи аримасен, а на русский язык будет не то, чтобы я не люблю. Например, мы хотим сказать я не то, чтобы не люблю мясо. Ваташи ва нику га кирай джи аримасен. Среди прилагательных, которые вы учили сегодня, вы узнали еще несколько новых прилагательных, такие как джозу десу. Конструкция использования его идентична, то есть есть существительный объект плюс га плюс джозу десу. И будет переводиться как хорош в чем-то или умелый в чем-то. Например, он хорош в спорте. Каре ва спортсу га джозу десу. Или она хороша в танцах. Каноджи ва дансу га джозу десу. Или каре ва караоке га джозу десу ка? Если задавать вопрос, он хорош в караоке? Вам могут ответить хай джозу десу, да, хорош. Или ие джозу джи аримасен, нет, не хорош. В чем ты хорош? Нани га джозу десу ка? Здесь интересует вопрос об объекте, в чем ты конкретно можешь быть хорош. Нани га джозу десу ка? Его противоположной стороной является неумелый в чем-то или плох в чем-то. При этом конструкция та же. Существительное выделяется частицей га плюс прилагательное хета десу. Это также на прилагательной.
Например, он плох в спорте. Карева спортсуга хэта дес. Или она плохая в танцах, то есть она неумелая в танцах. Каноджува дансуга хэта дес. Он плохой в бейсболе. Карева якюга хэта деска. Хай хэта дес. Да, плох. И хэта джаримасен. Нет, неплох. Джозу дес. Хорош. Или в чем ты плох? Можно задать вопрос. Нанига хэта деска? Подводя итог, мы можем сказать, что конструкция существительное га плюс прилагательные, такие как скидес, кирайдес, джозудес, хетадес, мы можем говорить как в утвердительной форме, так и в отрицательной форме. Мы можем их использовать в настоящем времени или же в прошлом времени, и также в отрицательных формах. Мы также можем существительное подавать не только в форме простого предложения к существительному, добавлять частицу «га», а после прилагательные. Мы можем трансформировать и глаголы. Таким образом, предложение больше позволяет нам раскрывать ту тему, которую мы хотим преподнести. Но при этом нам приходится словарную форму глагола, трансформируя, добавлять к нему частицы либо «кото», либо «но». Важно отметить, что для того, чтобы задавать вопросы на тему, что-то тебе нравится или не нравится, в чем ты хорош или плох, мы используем вопросительное слово «донна». «Донна» плюс существительное, которое будет переводиться как «какой», «какого рода», «какого вида». Вопросительное слово «донна» мы разобрали в прошлой теме, поэтому особо на ней я заострять внимание не буду. Просто еще раз напомню, что в ситуации, когда мы хотим узнать о качествах, характеристиках или предпочтении относительно человека или предмета, мы используем вопросительное слово «донна». Мы можем строить такие предложения, как «какой вид спорта вам нравится?» «Донна спортсуга ски деска». Или «какая еда вам нравится?» «Донна табе много ски деска». Или «какую музыку вы слушаете?» «Донна онгаку о кикимаска». «Донна онгаку о кикимаска». «Попсу о кикимас». «Попсу о кикимас». Слушаю попсу. Или «какой фильм вы не любите?» «Дона эйга га кирай деска». Вам могут ответить «хора га кирай дес» или «хора эйга га кирай дес». «Не люблю ужасы» или «фильмы ужасов не люблю». Мы также можем задавать вопросы и касательно характеристики самого человека. Например, что это за человек или какой это человек. «Донна хито деска». Вам могут ответить «таноши хито дес». Или, допустим, вы можете спросить, что это за город. «Донна мачи деска». Если это старый город, то вам ответят «фуруй мачи дес». «Фуруй мачи дес». Еще раз напоминаю небольшую разницу, которая присутствует между такими вопросительными словами, как «донна», «доре» и «дона». «Дона» всегда идет существительным. Она отвечает на вопрос «какой?», спрашивает об описании характеристик или свойствах чего-либо. «Доре» использует тогда, когда вы хотите указать на какой-то конкретный предмет при выборе из нескольких и отвечает на вопрос «который из?». «Донна» также указывает на выбор «который из?», но он идет с существительным в одном комплекте. То есть, если «доре» это самостоятельное существительное,
то доно всегда будет идти с существительным вместе, образуя между собой связку. Вы уже учили новые слова, такие как йоку, часто или хорошо, дай-тай, примерно или в общем, скоши, немного, амари, не совсем, не очень, или дзен-дзен, совсем нет. Эти наречия ставятся перед глаголами. И в сочетании глагол вакаримас и йоку, допустим, оно образует слова с новым значением. Например, в ситуации, когда мы хотим что-то сказать «хорошо знаю», мы произносим йоку вакаримас. Или примерно, или около знаю. Мы произносим дай-тай вакаримас. Или же немного знаю, скоши вакаримас. Такие слова, как «не очень», «амари» и «дзен-дзен» совсем нет, используются только с глаголами в отрицательной форме. Так, вакаримас мы используем как вакаримасен и звучит следующим образом. «Не очень знаю», «амари вакаримасен». Или «совсем не знаю», «дзен-дзен вакаримасен». Также указанные наречия, слова, они позволяют нам и указывать на количество чего-либо. Если что-либо находится или имеется в определенном количестве, мы как бы абстрактно, а не конкретно можем сказать об этом, но при этом нам нужно использовать глагол аримас. И так, чтобы сказать, что у нас чего-то много есть, мы используем такусан плюс аримас. И получается такусан аримас, много есть. Чтобы сказать немного есть чего-то, не, допустим, немного яблок, мы используем сочетание скоши аримас. Чтобы сказать, что чего-то у нас не очень много, мы используем амари и аримас в отрицательной форме. Та же ситуация касается тогда, когда мы говорим «совсем нет». Дзен-дзен аримасен. Например, мы можем сказать «я знаю хорошо испанский язык». Если мы будем заменять последнюю часть предложения, то смысл предложения будет меняться. Так, например, «Ваташи ва спейн го йоку вакаримас» будет переводиться «я испанский язык хорошо знаю». Если мы скажем «Ваташи ва спейн го дай-тай вакаримас», будет означать, что я испанский язык знаю примерно или в общих чертах. Или же можно сказать «я немного знаю испанский язык». «Ваташи ва спейн го скоши вакаримас». Или «я не очень хорошо знаю испанский язык». «Ваташи ва спейн го амари вакаримасен». Или совсем не знаю «Ваташи ва спейн го дзен-дзен вакаримасен». Также мы можем и коснуться наречия количеств. Когда мы, допустим, можем сказать «у меня много есть яблок». «Ваташи ва ринго га такусан аримас». Или можем сказать «немного есть яблок». «Ваташи ва ринго га скоши аримас». Или «не очень много есть». «Ваташи ва ринго га амари аримасен». Отрицательная форма аримас. Или совсем нет яблок, то есть я их не имею в наличии. Ринго га дзен-дзен аримасен. Или мы можем сказать в прошлом времени «вчера у меня было не очень много мандаринов». Кино миканга амари аримасен дешта. Давайте еще рассмотрим несколько примеров. Например, такое часто бывает. Соноио котова йоку аримас. Или в основном все нужные вещи есть.
Хицуёна моно ва дайтай аримас. Или у меня есть немного денег. Окане га скоши аримас. И, наконец-то, у меня не очень много времени. Джикан га амари аримасен. Как видите, данные наречия мы можем использовать не только в отношении количества, но и общих обобщенных тематик. Следующая тема – кара. Ситуация, когда мы строим два отдельных предложения и пытаемся их соединить в последовательности причина и результат, мы используем соединительную связку кара. Ранее, когда мы говорили о слове кара, мы подразумевали от, с, из, и обычно использовали такие слова, как каракимашта или корекара. В тех случаях переводилось, соответственно, по-разному и имело абсолютно разное значение. В ситуациях, когда мы соединяем два предложения с связкой кара, мы на русский язык переводим в нескольких вариантах. Мы переводим как «потому что», «поэтому» или «поскольку». При этом перед кара всегда будет стоять предложение, в котором будет говориться о причине, а уже в предложении после, во второй части, будет рассказываться результат. По сути, мы можем строить два типа предложений. В первом, допустим, мы рассказываем одну причину, соединяем ее к кара, дальше ставим запятую и продолжаем вторую часть предложения, говоря уже о результате. При этом у нас образуется целое одно предложение, но оно будет сложным. Или мы можем построить два отдельных предложения, при этом изначально указывая результат, а после ставим точку и рассказываем в другом предложении уже причину, заканчивая ее кара. Что еще важно обратить внимание? В зависимости от того, к кому вы обращаетесь и какое предложение вы строите. Если вы строите предложение в вежливой форме, то оно будет у вас заканчиваться либо на мас кара, либо, допустим, масен кара, либо машта кара. При этом я указываю на глаголы. Но ведь предложение иногда может сочетать в себе и прилагательные, и существительные. В этом случае мы, допустим, потому что холодно, самуй дес кара, мы произносим таким образом. Тоже касается и прилагательных на, допустим, потому что удобно, бенри дес кара, или потому что дождь, аме дес кара, когда говорим о существительном. В этом случае все предложение, как первое и второе, должно стоять в вежливой форме. При этом, если мы заканчиваем предложение, допустим, с акцентом, что все произошло в прошлом, то прошлое время будет определяться по второму предложению, то есть, по сути, по результату. Что это значит? В первом предложении вы можете указывать обычное время в настоящем, а если вы укажете предложение во втором в прошлом времени, то будет означать, что все действия, как и причина, так и результат произошли в прошлом. Это раз. Второе, зависит также то, как вы к кому обращаетесь. Если вы строите предложение к человеку в вежливой форме, то оно должно быть полноценным. То есть оно может быть в настоящем, в прошлом времени, оно может быть в отрицательной форме, как в настоящем, так и в прошлом, но оно должно быть полноценным в вежливой форме масс, если это касается глагола, который стоит перед кара. Тоже касается и прилагательных, и существительных.
Однако, если вы в будущем будете, когда изучать обычную простую форму общения, то есть повседневной жизни, то вы будете использовать, допустим, глаголы в простой форме. Сейчас вы знаете только масс-форму. Очень скоро вы будете изучать глаголы в словарной форме, а они являются глаголами, которые используют в повседневной жизни. Это раз. И они одновременно являются глаголами настоящего или будущего времени. Вы также будете изучать его отрицательную форму «най», которая тоже будет касаться настоящего или будущего времени. И еще будете изучать глаголы формы «та» и «наката», которые будут отвечать за прошлое время. Поэтому, когда будете строить предложение, например, «табемас» – «кушать» будет в сочетании с «кара» будет читаться как «табемас кара». А вот если будете строить в словарной форме, в простой форме общения, допустим, с другом, глагол будет звучать как «таберу кара» или «табета кара». В прошлом времени покушал, потому что. Соответственно, подобным трансформациям будут подвергаться и прилагательные. Так, частица «des», глагол связки, будет уходить. И поэтому, допустим, вместо того, чтобы как в вежливой форме сказать «самуй des кара», будете произносить «самуй кара». Тоже касается и на прилагательных и существительных. Разница будет лишь в том, что вместо «des кара» вы будете заменять на «да кара». Допустим, «бедри да кара» будет отвечать настоящему времени, потому что удобно. Или «аме des кара» заменится на «аме да кара». Оба варианта будет переводиться одинаково, потому что дождь. Но разница будет в том, что в одном ситуации вы будете говорить вашему начальнику, а во второй ситуации вы будете говорить своему другу. Давайте рассмотрим несколько примеров в вежливой форме в настоящем времени. Потому что нет времени, фильмы не смотрю. Джиканга аримасен кара эйгао мимасен. Или, допустим, мы можем сказать «фильмы не смотрю, потому что нет времени». Эйгао мимасен джиканга аримасен кара. Как видите, в первом предложении у нас было одно цельное предложение, а во втором два отдельных. При этом поменялись с собой местами причина и результат. Но причина всегда выделяется частицей или соединительной связкой «кара». Давайте посмотрим другой вариант. Я не люблю машину, поэтому поеду на метро. Курумака кирай дес кара, чикатецу де икимас. Или завтра выходной, поэтому никуда не иду. Аштава ясуми дес кара, докоэмо икимасен. Аштава ясуми дес кара, докоэмо икимасен. Или, допустим, поскольку я понимаю японский язык, японские аниме смотрю. Нихонго га вакаримас кара, нихонно аниме о мимас. Нихонго га вакаримас кара, нихонно аниме о мимас. Или, допустим, поскольку любая мамина еда вкусная, я много съел вчера. Донна хахано рёримо ойший дес кара, кино такусан табемашта. Донна хахано рёримо ойший дес кара, кино такусан табемашта. Как видите, здесь говорится о том, что все произошло в прошлом времени, однако первая часть предложения стоит в настоящем.
Поэтому обращайте внимание, если вы говорите, что все произошло в прошлом времени, в первой части предложения перед кара, может текст стоять как в настоящем, так и в прошлом времени. Смысл будет сводиться к тому, что все время будет определяться только по последней части предложения, последнему глаголу. Для того, чтобы задать вопрос «почему» и узнать причину чего-либо, мы используем такое вопросительное слово, как «доште». Например, «почему вы не поедете в Японию?» «Доште нихоне экимасен ка?» «Почему так?» «Доште десу ка?» Или «почему вы в ресторан не приедете?» «Доште ресторане экимасен ка?» Вам могут ответить «Йоджига аримасу кара», потому что есть дела, или поскольку есть дела. Или почему чай не пьете? «Доште о чао номимасен ка?» «Ацуй десу кара», потому что горячий. Как видите, предложение, которое использует вопросительное слово «доште», подразумевает, что вы ответите на вопрос о причине чего-либо, заканчивая частицей «кара». Итак, в принципе, тему сегодняшнего урока мы разобрали, но я хочу немного еще занять вашего времени для того, чтобы разобрать счетный суффикс «май». Его мы используем тогда, когда хотим посчитать плоские, тонкие предметы. По сути, все то, что мы можем сложить в пласт. А это диски, марки, тарелки, блюдца, рубашки, листья деревьев, лепестки цветов и так далее. Для того, чтобы задать вопрос «сколько?», использует вопросительное слово «нанмай». Итак, 1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚。 давайте рассмотрим несколько примеров. Например, я купил 2 билета. Чикето о нимай каймашта. Или сколько штук пиццы закажем? Пицца о нанмай чумон шимашо ка. Пицца о нанмай чумон шимашо ка. Или у меня есть 3 футболки. Тишацу о санмай моттеимас. Тишацу о санмай моттеимас. Также я бы хотела с вами научиться считать парные предметы. Нанзоку – сколько пар. Обычно мы используем тогда, когда хотим посчитать все то, что одеваем на ноги, то есть носки, обувь, шлепанцы, туфли и так далее. Итак, 1 пара. 1足、2足、3足、4足、5足、6足、7足、8足、9足、10足。 Вопросительным словом является нанзоку. Давайте рассмотрим несколько примеров. В прихожей 2 пары обуви есть. Генканде куцуга нисоку аримас. Генканде куцуга нисоку аримас. Или сколько пар обуви у вас есть? Куцуо нанзоку моттеимасу ка. Куцуо нанзоку моттеимасу ка. Сколько пар обуви у вас есть? На этом тему мы заканчиваем. Надеюсь, вам был полезен урок. Всем хорошего настроения.